Здравствуйте, меня зовут Ксения Мезенцева, я дизайнер-декоратор, член Ассоциации дизайнеров-декораторов. И сегодня на примере своего офиса и других проектов я расскажу вам, как использовать цвет в интерьере. В своей работе я достаточно часто встречаюсь с заказчиками, которые боятся использовать яркие цвета. И достаточно редко приходят те, кто не боится света и готов к экспериментам. Основные стереотипы заключаются в том, что светлые цвета, особенно белые, расширяют пространство, и поэтому многие заказчики хотят все стены покрасить белым цветом. А второй стереотип – это то, что яркие, насыщенные цвета затемняют пространство, от них можно устать, от них будет болеть голова, через год он мне надоест, и поэтому давайте их не использовать. Я огромный любитель цвета. И считаю, что в любом проекте, даже самом монохромном, обязательно должен присутствовать какой-то цветовой акцент. Во-первых, цвет – это медиум передачи настроения и атмосферы. Вы же, наверное, знаете, что существует целая психология влияния цвета на человека. Так, по ней, например, желтый цвет представляет собой цвет солнца, он радостный, он цвет пробуждения. А оранжевый цвет – это цвет рассвета, струящейся лавы, он повышает настроение. А холодные тона, например, синий и зеленый, могут на самом деле использоваться как нейтральные тона. Они спокойны, их часто используют в кабинетах, в спальнях. При работе с цветом важно не просто знать его назначение, а также уметь его использовать, особенно при работе с насыщенными цветами. Так, например, если в интерьере есть какой-то один активный яркий цвет, остальные цвета должны быть его компаньонами и не должны с ним конкурировать. То есть в одном интерьере не надо использовать большое количество синих, зеленых, оранжевых, красных цветов в одинаковой пропорции. Получится цветовая солянка. На примере одного из наших проектов, опубликованных в АД на Кутузовском проспекте, заказчица очень любила цвет и очень хотела иметь яркую квартиру. В этом проекте достаточно небольшой метраж. Квартира площадью порядка 50 квадратных метров. Поэтому максимально открыли пространство, и прихожая, гостиная и кухня – такой один единый перетекающий open space. И если посмотреть на эти пространства, то кажется, что цветов в квартире очень много, но при этом она достаточно гармонично выглядит. На самом деле основной цвет один – это глубокий синий, royal blue. Его мы использовали, выкрасив стену за камином и положив ковер с геометрическим рисунком этого цвета. Если посмотреть на кухню, которая тоже просматривается из гостиной, то там фасады самой кухни выкрашены в такой же глубокий синий цвет. И так как вы видите, основной цвет синий, для всех акцентов мы использовали палитру красного цвета. Она представлена и в розовом диване, и в столешнице лакированного красного стола, и в большом количестве аксессуаров, и даже в фиолетовой консоли. И все эти цвета собраны в картине, которая висит в прихожей. Картина принадлежала заказчице и была ей очень дорога. И мы взяли ее за основу колористической палитры всей квартиры. Все, наверное, знают про цветовой круг Итона, в котором разложены 12 базовых цветов друг напротив друга, и который показывает, какие цвета являются компаньонами и максимально гармонично сочетаются. Так, согласно цветовому кругу, наиболее гармонично сочетаются цвета, которые находятся либо друг напротив друга, либо создавая треугольник, то есть любые три цвета, которые создают треугольник, или можно использовать любые 4 цвета, которые создают прямоугольник. Вообще существует огромное количество книг, которые помогают работать с цветом для дизайнеров и для начинающих. Мои любимые — это энциклопедия цвета Анны Стаймер и словарь цвета Шона Адамса. В этой квартире на юго-западе Москвы заказчики, с одной стороны, были не против цвета, с другой стороны, не хотели ничего пестрого, хотели очень спокойную квартиру. Поэтому мы использовали натуральные природные цвета. Если вы посмотрите на гостиную, с одной стороны, в ней действительно есть белые стены, которые создают очень спокойный канвас для работы. С другой стороны, цвета достаточно много. Но цвета все пастельные, цвета абсолютно спокойные. При проектировании большого книжного стеллажа мы решили использовать натуральный орех. Это природный материал, который очень органично вписался в палитру этой квартиры. С одной стороны, придавая ей цвет, разбавляя белые стены. С другой стороны, не пестря, не раздражая своим ярким рисунком заказчика. Также в этой гостиной вы видите, что цвета, которые мы использовали, серый, натуральный зеленый в кресле, золотисто-желтый в ковре, создают некий лесной пейзаж, который можно увидеть на картине какого-нибудь художника. В тех случаях, когда заказчики с одной стороны хотят цвета, с другой стороны боятся, я всегда рекомендую использовать искусство. Искусство — это уникальный медиум, уникальный инструмент, потому что, во-первых, его можно поменять. Сегодня повесить одну работу, завтра, если она надоест,
как многие боятся, можно ее поменять на другую. С другой стороны, искусство может поддержать и собрать интерьер воедино, как мы уже видели на проекте в Кутузовском проспекте, который я вам показала. Поэтому законченный интерьер — это тот, в котором помимо мебели и аксессуаров есть предметы искусства. Наш офис находится в историческом здании 1925 года. Нам повезло получить это помещение с сохранившимися стенами того периода. Стена, которую вы видите за мной, мне очень хотелось сохранить в интерьере, и она неким образом надиктовала цветовую палитру всего пространства, которое я вам покажу после. Она очень, с одной стороны, монотонная, кирпичная, с другой стороны, в ней очень много оттенков. И красные, и терракотовые, и немного серого, и даже немножко черного. Здесь находится мой кабинет. Я специально построила прозрачную перегородку, потому что хотелось мне устроить дом открытых дверей, не отгораживаться ни от сотрудников, ни от заказчиков стенами. Стена — это такое яркое пятно. Для того, чтобы ее нейтрализовать, все стены были специально выкрашены в белый цвет. Это некий такой канвас, который создает нейтральную атмосферу. Мне хотелось добавить цвета, и этот цвет был добавлен в основном в деталях и в аксессуарах. Во-первых, этот цвет черный, он с одной стороны цвет и создает такую немножко брутальность, создает вертикаль. С другой стороны, мы говорили про цвета-компаньоны, и если брать палитру красных, оранжевых, терракотовых цветов, то компаньоны у этих цветов это все оттенки зеленого. Поэтому, если вы можете обратить внимание, у нас вот, например, даже в искусстве эти цвета поддержаны. На кухне этот зеленый представлен в фисташковых фасадах. Еще один оттенок мы использовали в кухне, тем самым связав эти два пространства. А в кабинете, в котором работают ребята, мы также оставили кусочек кирпичной стены. Таким образом, в нашем офисе все основные помещения связаны за счет присутствия одного цвета. Для того, чтобы поддержать наши основные цвета, терракотовый, красный, какими-то более нейтральными, но достаточно акцентными цветами, я выбрала черный. И в офисе я его использовала для большой лофтовой перегородки, для крупногабаритной мебели и для аксессуаров. И мы выбрали поставить холодильник Samsung Bespoke как некий такой акцентный предмет. Кстати, про холодильник. Мало того, что Samsung совершил прорыв с точки зрения наполнения холодильника, так еще и внешне это такое новое произведение искусства. Панели холодильника представлены в 12 разных цветах и фактурах. В нашем варианте мы выбрали достаточно консервативный черный цвет для верхних панелей и бежевый цвет для керамических нижних панелей. Но в каталоге Samsung представлены такие необычные цвета, как нежно-голубой и лавандовый, что может стать цветовым акцентом всей вашей гостиной. И помимо цветов, также можно выбирать фактуры. Они могут быть матовые, глянцевые. А еще вы обратили внимание, что мы находимся в офисе, и холодильник абсолютно не слышно, потому что он полностью бесшумный и совсем не мешает нашей работе. Поэтому очень легко можно ставить не только на кухне, но и в гостиной вашего дома. Ранее я вам рассказывала, что очень часто заказчики боятся использовать яркие темные цвета. Поэтому в нашей прихожей мы решили прямо с порога удивлять их очень насыщенным темным цветом и показывать, что это совсем не страшно. И что когда в небольшом пространстве использован насыщенный цвет, то он как шкатулка обрамляет это помещение, делая его очень уютным. Мы немножко оттенили эти стены золотистого цвета банкеткой и консолью с большим светлым искусством. Я вам уже рассказывала про то, как важно правильно использовать искусство в интерьере. И в случае с нашей прихожей оно создает такое небольшое цветовое пятно. Никаких других цветов в прихожей нет, основной цвет это именно темный. И даже встроенный шкаф мы выкрасили в этот же цвет. А это наша кухня. Она очень сочная, яркая, жизнерадостная, провоцирует аппетит. Все стены выкрашены в терракотовый цвет и даже подоконник. Здесь вот у нас есть такой скрытый шкафчик. И для того, чтобы сбалансировать яркость
этого терракотового цвета мы фасады нижние покрасили в фисташковый цвет, сделали себе латунную столешницу, и все эти цвета собрали в плитке. Если вы посмотрите, плитка, она напоминает террацию, в ней есть и желтый, оранжевый, синий, немножко зеленого. На нашей кухне нет плиты, но готовить нам помогает микроволновка Samsung. Стилистически она похожа на холодильник Bespoke, который стоит у нас в гостиной. Она очень красивого розового цвета. В коллекции есть 7 цветов глянцевых, которые очень приятные визуально, приятные на ощупь, очень простые в уходе. На этом ярком и жизнерадостном фоне хочу еще раз сказать, что цвета не надо бояться. В правильной пропорции, при правильном использовании он может стать вам прекрасным помощником.